Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – создание личного бренда. Что такое личный бренд? Личный брендинг – это когда о нас знают те люди, которые у нас не покупали. Они о нашей деятельности слышали, знают, чем мы занимаемся, поэтому готовы нас рекомендовать тем людям, которым наша услуга будет полезна. Что такое бренд? Бренд – это некое репутационное, ассоциативное восприятие. Это тот месседж, который формализуется в сознании потенциального клиента. Личный брендинг находится на грани маркетинга, рекламы, пиар и медиа. Но личный бренд без содержания самой личности – ничто, потому что невозможно быть пустышкой и при помощи личного бренда как-то выехать. Личный брендинг – это всегда эмоциональное лидерство. Что значит эмоциональное? Это означает, что за человеком пойдут те люди, которые следят за ним в социальных сетях, которые готовы идти за тем посылом, которые человек транслирует в мир. Зачем нужен личный бренд? Дело в том, что любой инструмент, который связан с пиар-деятельностью, связан с получением прибыли. Но в пиаре это всегда отложенный эффект. Например, есть такие люди, которые являются профессионалами своего дела. И то, что они делают качественно, но при этом зарабатывают меньше денег, чем те специалисты, которые делают что-то хуже, но при этом умеют себя продавать. Еще одна причина, когда люди начинают заниматься личным брендом. Они хотят получить признание. Потому что всегда будут такие персонажи, которые хотят потешить свое эго. Мотивация их поступков в построении личного бренда исходит из каких-то психологических фрустраций. То есть, чтобы получать такие социальные поглаживания. На самом деле, личный бренд – это больше про психологию, чем про маркетинг или рекламу. Какая стоит основная задача на этапе построения личного бренда? Это понять, какую мысль до своей целевой аудитории мы хотим донести. Поэтому, если человек намерен сделать что-то выдающееся, то задача сначала понять, что мы хотим донести, после чего начать использовать каналы массовой коммуникации. Какой первый этап? Это известность. Что такое известность? Известность – это когда наша целевая аудитория знает, кто мы. Хотя будет проще с личным брендом не морочиться и настроить Яндекс.Директ, а лучше таргетинговую рекламу. И с новыми клиентами, скорее всего, проблем не будет. Но известность, как и популярность, являются частью личного бренда. Поэтому, когда мы говорим, что человек известен, это значит, что у него есть хорошие предпосылки, чтобы свой личный бренд создать. Когда мы говорим про личный брендинг, крайне важно ощущать результат, который мы намерены достичь. Поэтому, если мы определимся с целью и будем к ней постоянно обращаться, в этом случае мы сможем получить результат в долгосрочной перспективе, потому что личный брендинг – это всегда марафон. Давайте разберемся в том, как человеку связать с его именем нужную ассоциацию. Для чего это надо? Чтобы благодаря этому привлечь качественных клиентов. Идея заключается в том, чтобы в голове у потенциального клиента создать определенную ассоциацию. Механика тут в следующем. Когда ассоциация закрепляется, появляется эмоция. После того, как эмоция возникла и появилось влияние, куда это влияние можно направить? Например, на какую-то гуманистическую цель, которая может быть некой миссией. Что значит миссия? Дело в том, что мы, люди, мы не бессмертны. Поэтому, когда нас не станет, вопрос в том, внесли ли мы какой-то вклад в то, чтобы этот мир каким-то образом улучшить. Принесли ли мы какую-то пользу человечеству? Создали ли за свое время пребывания на этой планете под названием Земля какую-то ценность? Но улучшить этот мир при помощи чего? С помощью тех продуктов, которые мы производим, или тех услуг, которые мы оказываем. То есть реализовывая свой потенциал при помощи того, чем мы каждый день занимаемся, с помощью своей профессиональной деятельности. Часто человек, озадачившись построением личного бренда, начинает производить хаотичные движения. Что в итоге получается? Как следствие, он получает не тот результат, который ожидает получить. После чего делает вывод, что личный бренд не работает. Дело в том, чтобы начать что-то делать, важно сначала понять, чтобы что. То есть ты это делаешь для чего. А также оценить, какие у тебя, как у человека, есть сильные и слабые стороны. С чего начинать правильно? Начинать надо с того, что лучше всего получается. Например, у кого-то лучше получается снимать видео, а его конкуренты лучше пишут. Поэтому, если мы начнем конкурировать в копирайтинге, то получится, что мы будем конкурировать на том поле, где мы не сильны. Какой тут можно сделать вывод? Ключевое правило – опираться на свои сильные качества. Какие навыки при формировании личного бренда нужны? Это навыки копирайтинга, нетворкинг, публичных выступлений. Далее для формирования личного бренда нужна стратегия. После того, как стратегия была сформулирована, мы переходим к упаковке. Что такое упаковка? Это внешний вид, это все, что связано с визуальной составляющей и фирменным стилем. При формировании личного бренда также не обойтись без медийной стратегии. В чем она заключается? Медийная стратегия состоит из двух элементов. Это публикации в СМИ и создание собственного медийного контента. Что входит в медийную стратегию? Это публичная коммуникация, установление полезных контактов и все, что связано с лидерами мнений. Касаемо медийной стратегии, есть простое правило. СМИ нужны полезные материалы, рейтинги и новые читатели. Поэтому основная задача при работе со СМИ – убедить их в том, чем мы можем быть им полезны. Что самое непростое с точки зрения человека, который выстраивает личный бренд –
Это прокачка своих ораторских навыков, актерского мастерства, умение доносить свои мысли до аудитории и, естественно, создание чего-то оригинального, создание собственной концепции. Потому что вода и фальшивые истории никому не интересны. Перед созданием личного бренда также важно разобраться с таким понятием, как «я-концепция». Что это за понятие? «Я-концепция» означает, что у нас есть несколько уровней восприятия себя. То есть, как я воспринимаю себя, как меня воспринимают окружающие, и я в идеале. Когда мы в рамках «я-концепции» говорим о личном брендинге, мы имеем в виду управление репутацией. Потому что есть то, кем мы являемся на самом деле, и есть то, что мы себе думаем. Поэтому, если мы начнем продвигать себя, и то, что мы себе думаем, будет идти в диссонанс с тем, что о нас думают другие, то возникнет серьезная проблема. Ключевой момент заключается в том, что личный бренд находится не у нас в голове, а в головах тех людей, которые нас воспринимают. Из чего концепция состоит? Это все, что связано с уникальным торговым предложением, продуктовой линейкой, биографией, достижениями, мыслеобразами и так далее. Что относится к мыслеобразам? Это факты, характеристики и послевкусие. Что такое факты? Факты – это то, что у нас есть, то, что можно измерить. Что такое характеристики? Характеристики – это ответ на вопрос, какой я, как человек. Но подразумевается, что финальное решение всегда находится на стороне опыта того человека, кто нас воспринимает. Что такое послевкусие? Послевкусие – это эмоция. Это то, что остается после контакта с человеком, даже если этот контакт заключался, например, в изучении страницы в социальных сетях. Послевкусие – это такая комплексная штука, вследствие которой появляется обратная связь. Другими словами, это ответ на вопрос, вызвали ли мы у человека вдохновение или нет. Что такое уникальное торговое предложение? Это то, что отличает одного специалиста от другого. Дело в том, что сейчас нет таких специальностей, где существовала бы монополия. Потому что у всех есть конкуренты, и эти конкуренты, по большому счету, занимаются тем же самым, чем и мы. Поэтому отстройка от конкурентов важна принципиально. Другой момент – это биография и достижения. Что сюда входит? Это история нашей жизни. Историю, которую про нас люди будут помнить. И, конечно, это все, что связано с продуктовой линейкой и целевой аудиторией. Потому что если мы не будем рассказывать своей целевой аудитории то, чем мы занимаемся, и то, в чем заключается для них ценность наших продуктов, могут возникнуть определенные трудности. Я-концепция также требует постоянного аудита. Зачем нужен аудит? Дело в том, что мы, как люди, меняемся, и наше восприятие этого мира тоже меняется. Поэтому пересмотр и самопсихотерапию тоже никто не отменял. Также одной из ключевых тем при работе над личным брендом является упаковка. Что включает в себя упаковка? Упаковка состоит из нескольких пунктов. Это то, как человек себя ведет, и то, как он выглядит. Потому что все равно первичное впечатление всегда происходит по одежке. Все начинается с физических данных. Поэтому важно трезво оценить, насколько мы хорошо выглядим физически. Что входит в физические характеристики? Первое – это вес. Хотя вес не так важен, как атлетическая слаженность. Но с одной стороны не нужно лениться и потакать слабости, а с другой стороны желательно без фанатизма, то есть не уходить тотально в гламур. Естественно, при прочих равных всегда выберут красивого человека, потому что у нас психологически так. Но не менее важна внутренняя сила, и про энергетику также важно не забывать. Что касается второй части упаковки, это ухоженность. Но про то, что надо мыть голову, чистить зубы и стричь ногти, это вроде бы очевидно. Но почему-то многие все равно про это забывают. Это, конечно, странная идея, когда человек вроде бы стремится к успешному успеху, но все равно не делает вещей элементарных. Касаемо третьей части упаковки, это одежда. Что можно сказать про одежду? Важно понимать, что человеку идет, а что не идет. Также про одежду есть такой немаловажный момент. Это то, что нужно одевать в зависимости от тех мест, куда мы идем, и то, что хочется носить нашему подсознанию. Поэтому желательно подбирать такие образы, которые в нас резонируют, которые вызывают внутренний восторг. Тогда одежда будет с нашим внутренним состоянием в согласованности. Вообще в личном брендинге желательно быть и красивым, и умным, и харизматичным, и веселым, и структурным, и эксцентричным. В идеале этот джентльменский набор желательно иметь в одном флаконе. Когда мы говорим про личный брендинг, одной из ключевых задач – это начать генерить полезный контент, создавать для людей ценность. Ключевое здесь – совершать эти действия постоянно. Но лучшая стратегия – это создавать СМИ самостоятельно, потому что создавать вокруг себя информационное поле намного эффективней. Далее идет маркетинг. Для чего нужен маркетинг? Маркетинг призван, чтобы стимулировать рынок, чтобы привлекать новых клиентов. А что касаемо традиционной рекламы, то на сегодняшний день она свою эффективность теряет. Почему так происходит? Потому что люди считают, что это ложь, но тем не менее инструменты рекламы исключить нельзя.
Почему? Представьте, например, что вы написали гениальный пост, но его никто не прочитает, потому что не увидит. Если мы говорим про маркетинг в личном брендинге, то задача заключается в том, чтобы создать такую воронку, что когда мы подходим к потенциальному клиенту, он нам говорил: «А я знаю, кто вы и чем вы занимаетесь». Это как раз и является результатом информационного поля. Дело в том, что этот информационный поток создается в том случае, если мы будем писать правильные статьи, снимать правильные видео и создавать для своих потенциальных клиентов реальную ценность. Но ключевое в этих статьях и видео – не заниматься продажами. Почему? Дело в том, что генерация информационного поля заключается в том, чтобы создать мыслеобраз, что мы являемся именно тем человеком, который может решить определенную проблему. Далее мы формируем всевозможные точки контакта с нашим потенциальным клиентом. Что такое точка контакта? Например, страница в Фейсбуке. Точка контакта – это то место, где мы можем с клиентом законнектиться. Давайте разберемся с медиа. Что значит медиа? Медиа – это когда мы создаем и распространяем контент, например, через страницы в социальных сетях или YouTube-канал. Но ключевое здесь, чтобы контент был полезный. Медиа – это всегда распространение контента на массовую аудиторию. Поэтому наша задача – сначала этот контент создать, после чего распространить. Но первоначальная задача – сначала понять, что же нашим потенциальным слушателям и читателям будет интересно. И во-вторых, как сделать так, чтобы этот материал до них дошел. Когда мы говорим про личный бренд, первое, о чем идет речь – является ли человек в своей сфере профессионалом? Потому что если человек профессионалом не является, то экспертное развитие только навредит. Поэтому ключевая задача заключается в том, чтобы в своей сфере постоянно прокачиваться, то есть расти профессионально. Что должно происходить с экспертной деятельностью? Если мы говорим про экспертное развитие, то предполагается, что профессиональное развитие уже есть априори, потому что экспертное развитие – это всегда вопрос постоянного подтверждения своего профессионализма. В чем тут заключается проблема? Дело в том, что многие забывают, что экспертное развитие – это долгий путь, который предполагает постоянное подтверждение своей экспертности. Также неплохо было бы разобраться, откуда человек решает, что он вообще эксперт. Часто этим грешат многие инфобизнесеры, которые любят учить построению бизнеса. Часто у них у самих в бизнесе черти что творится, если вообще у них этот бизнес существует. Второй момент касается публичной экспертности. Опять же, это можно услышать от тех же самых инфобизнесменов, которые бьют себя пяткой в грудь и говорят: «Я лучший». А тут возникает нескромный вопрос: откуда такой вывод? То есть получается не что иное, как самозванец сам себя короновал. К сожалению, в наших суровых российских реалиях существует огромное количество мошенников и шарлатанов, которых важно уметь фильтровать. Потому что если человек является действительно экспертом, важно, чтобы это было обосновано. Но что же надо сделать для того, чтобы свою экспертность прокачать? Это участие во всевозможных профильных мероприятиях, конференциях, получение премий и рейтингов. К экспертному развитию также относится и написание книг. Но в написании книг есть такой немаловажный момент. Что важнее, количество или качество? Потому что, например, написать за свою жизнь 1-2 книги, которые принесут людям реальную пользу, и, например, написать 100-200 пустых, которые ни о чем, это разные вещи. Также при построении личного бренда не обойтись без публичных коммуникаций. Что в публичных выступлениях является главным? Существует такой термин, как конгруентность. Что такое конгруентность? Это соответствие тому, кто мы есть на самом деле. Потому что публичная коммуникация – это не про спикера, это про аудиторию, которая нас слушает и которой мы намерены донести определенную мысль. Поэтому в публичных выступлениях задача свою значимость немного отодвинуть и сфокусироваться на той проблеме, которую мы можем людям решить. На самом деле личный бренд нужен всем. Почему? Личный бренд позволяет увеличить как количество клиентов, так и средний чек. При помощи личного бренда мы можем не только улучшить отношения с клиентами, но и обойти конкурентов. А главное, у нас появляется возможность оставить в истории свой след. Дело в том, что через какое-то время нас всех не станет. И вопрос в том, что после нас останется. Хотим ли мы с помощью своей профессиональной деятельности каким-то образом этот мир улучшить? На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому тем, кто намерен построить свой личный бренд, желаю на этом непростом пути терпения и оптимизма. А также хочу пожелать творческих идей, веры в себя, сохранять пытливость ума и любовь к знаниям. А главное – продолжать действовать и максимально реализовывать свой потенциал. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!